Всем привет! В этом видео приготовим полноценный обед или ужин только в аэрогриле в одной чаше, без сковородки и духовки. Покажу 3 простых рецепта: запеченное куриное филе с рисом и овощами, макароны с лососем в сливках и запеченный картофель с простой курицей в специях. Первый рецепт: приготовим полноценный обед только в аэрогриле. Это будет рис с овощами и запеченное куриное филе с помидором и сыром. Для рецепта мне понадобится 250 грамм риса, у меня рис басмати, замороженные овощи, у меня морковь со сладким горошком, сливочное масло, вода или бульон. Любимые специи: я использую сушеный чеснок, сушеный лук, копченую паприку, соль и перец, также помидор и сыр. Все ингредиенты для 3 рецептов укажу, как всегда, в описании под видео. Заглядывайте туда, там найдете полезную и нужную информацию. Убираю решетку из аэрогриля и рецепт буду готовить прямо в нижней чаше аэрогриля. Высыпаю рис басмати сухой, его я не промываю, наливаю туда воду. Сначала я добавила мало воды, но по итогу оказалось, что воды должно быть больше, и в рецепте я указала точные пропорции: 400 мл воды на 250 грамм риса. Высыпаю небольшую горсть замороженных овощей, у меня это сладкий горошек с морковью. В центр кладу кусочек сливочного масла, примерно 1 столовая ложка. И буду использовать вот такую решетку, которую покупала я отдельно. Ссылочка на нее есть в описании. Решетку я переворачиваю и короткими ножками ставлю на дно чаши аэрогриля. Сверху мы будем класть куриную грудку. Я это делаю для того, чтобы куриная грудка не была слишком высоко, иначе она будет гореть сверху и плохо пропекаться внутри. Я использую 3 куриные грудки. Берем 1 помидор, моем его и режем на небольшие дольки. Полутвердый сыр, у меня сыр гауда, режу на небольшие ломтики. Можно разрезать еще меньше. В данном рецепте подойдет также сыр моцарелла или даже фета. На курином филе делаем небольшие надрезы, не разрезая его до конца. В разрезы будем вставлять попеременно сыр и помидор. При желании можно сделать сбоку карман в куриной грудке и положить сыр и помидоры внутрь. Куриную грудку присаливаю. Добавляю черный молотый перец. Любимые специи у меня это копченая паприка, очень люблю ее вкус, она дополняет любое блюдо, особенно курицу и индейку. Посыпаю любимой специей сушеный лук и сушеный чеснок. Растираем специи на курином филе, переворачиваем на другую сторону и добавляем все те же специи: копченую паприку, соль, перец, сушеный чеснок, сушеный лук. Все хорошо распределяем. В отверстие, которое мы сделали, кладем по ломтику помидора и сыра. Мои ломтики оказались слишком большие, и сыр я разделила еще пополам. Выкладываем куриное филе на решетку. Помещается 3 полноценных куриных филе. Немного сбрызгиваю маслом в спрее и ставлю в аэрогриль на режим аэрогриль. Выставляю температуру 180 градусов и ставлю 25 минут. Если куриное филе у вас небольшое, то можно попробовать 20 минут. Как я уже сказала, воды оказалось мало, и поэтому в середине времени я добавила еще немного воды. В общей сложности на 250 грамм риса понадобилось 400 мл холодной воды или же бульона. По окончанию времени достаем куриное филе, оно полностью готово. Перемешиваем рис, я вижу, что осталось совсем чуть-чуть жидкости. И доготовим 5 минут только рис без куриного филе, чтобы он впитал полностью всю жидкость. По окончании 5 минут рис полностью впитал жидкость, и теперь он готов. Получается вкусная куриная грудка, которая готовится за считанные минуты. Здесь не прилагается никакого усилия, не нужно разогревать духовку, не нужно поджаривать его на сковороде. Все готовится вместе в одной чаше. И полностью ужин для всей семьи готов.
подаем на тарелке рис с овощами и куриное филе. Всем приятного аппетита! Если у вас аэрогриль с одним теном и, например, вы не можете готовить прямиком в чаше, то готовьте в отдельной железной форме, подходящей для аэрогриля. И добавляйте не холодную воду, а сразу горячую. Второй очень простой обед. Готовится просто за считанные минуты, и здесь тоже не нужно никаких особых усилий. Это будет паста макароны с лососем в сливках. Я использую кокосовые сливки, но подойдут и обычные сливки. Для рецепта мне понадобятся макароны 300 грамм в сухом виде, примерно 4 филе лосося, 250 грамм сливок, у меня кокосовые сливки, и специи. Лосось разрезаем на небольшие кубики. В данном рецепте можно вместо лосося использовать курицу. В описании под видео я оставлю ссылку на плейлист с другими рецептами обедов и ужинов в аэрогриле. 2 зубчика чеснока мелко измельчаем ножом. Вместо зубчиков чеснока можно использовать специю сушеный чеснок. Опять будем готовить в чаше аэрогриля без решетки. Выкладываем в чашу лосось и чеснок. Добавляем сухие макароны. Примерно 1 чайную ложку соли, перец. И выливаем сливки. У меня кокосовые сливки, упаковка 250 мл. Можно использовать обычные сливки. И добавляем сюда же 700 мл холодной воды. Ставим в аэрогриль на обычный режим аэрогриль 180 градусов 20 минут. По окончании времени совсем чуть-чуть сливок останется. Паста получится аль денте, и как только она постоит немного времени, под воздействием тепла соус впитается практически весь, и паста получится очень кремовой и вкусной. Если у вас в аэрогриле, например, 1 тен и нельзя готовить чаша аэрогриля, то советую отдельно отварить макароны и, например, в аэрогриле просто запечь лосось и потом смешать их в кастрюльке на плите, немного потушить все вместе, чтобы соус и рыба соединились с макаронами. И последний рецепт – это запеченный картофель с курицей. Для рецепта понадобится 1 кг картофеля, соль, растительное масло, куриное филе у меня 350 грамм и любимые специи. Все. Картофель будем готовить в кожуре. Для этого я его хорошо промываю, можно использовать обычную щеточку. Картофель хорошо обсушиваю полотенцем, убираю плохие части. Картофель можно нарезать соломкой, тогда получится картофель фри. И это отличный вариант, если вы боитесь, что картофель не пропечется, нарежите, если тонкой соломкой, тогда он быстрее приготовится. Я же для быстроты времени режу на небольшие кружочки. Примерно сантиметр в толщину. Картофель выкладываю на решетку. Сбрызгиваю немного маслом в спрее. И, внимание, картофель я не солю, потому что из-за соли картофель выделит много влаги и будет как бы тушиться, не запекаться. Ставлю стандартный режим картофель фри, у меня это 200 градусов. Можно поставить 190-200 градусов. Смотрите, какая температура вам больше понравится. На 200 градусов картофель быстрее подгорает. И ставьте 20-30 минут. Смотрите по времени, сколько понадобится для вашего картофеля. Если режете соломкой, то, возможно, понадобится 20-25 минут. И если такие кружочки, как у меня, то около 25-30 минут. То, как быстро приготовится картофель, зависит от количества, которое вы кладете. У меня примерно килограмм картофеля. Картофель получается мягкий внутри и с хрустящей корочкой. Соль я добавляю только на готовый картофель или уже практически в конце за 7-5 минут, когда картофель практически готов. Теперь займемся куриным филе. Его необходимо посолить, поперчить, добавить любимые специи. У меня это сушеный лук, сушеный чеснок, все очень стандартно, и копченая паприка. Самое простое куриное филе, которое можно приготовить в аэрогриле, вообще без заморочек. Куриное филе советую готовить именно отдельно, либо в бумажной форме, если не хотите мыть аэрогриль, или же на решетке. И лучше всего не советую класть к картофелю, потому что курица может дать свой сок, влагу, и картофель опять начнет тушиться. Если я запекаю картофель по типу картофеля фри, то сверху никогда не кладу ни котлеты, ни курицу, для того, чтобы картофель запекался, а не тушился. Поэтому куриное филе уже буду готовить отдельно на решетке после того, как картофель приготовился. Специи добавляем с обеих сторон. Я использую 2 куриных филе, они у меня разрезаны пополам.
Если используете целое куриное филе, не разрезая пополам, то времени понадобится больше. Я же буду готовить в аэрогриле на решетке, не используя бумагу. Прошу заметить, если используете бумагу, то эффект получится немного другой. И времени понадобится тоже чуть больше. Ставлю режим аэрогриль 180 градусов 10 минут. Подаем картофель вместе с курицей и добавляем овощи или салат. Филе получается вкусное, очень простой рецепт, тут ничего сложного нету. Главное определить правильное время для толщины куриной грудки, которую вы используете. У меня довольно тонкая, можно приготовить ее даже за 8 минут, не используя бумагу. Если используете бумагу или какую-то форму, то времени понадобится больше. Я надеюсь, вам понравились эти рецепты, надеюсь, вам они были полезны, вы обязательно приготовите что-то в своем аэрогриле сегодня на ужин. Делитесь в комментариях своим впечатлением, пишите, какие быстрые рецепты вы готовите в аэрогриле, только в одной чаше, не используя сковороду или духовку. Будет очень интересно почитать. А мы с вами увидимся совсем скоро в новом видео. Пока-пока, до скорых встреч!